Вот такая обалденная солянка у нас получилась. Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очередной шедевр. Эту солянку мы будем делать из мясных деликатесов. Это мы взяли корнбиф собственного приготовления, ребят. Все есть на канале. Взяли сервелат говяжий. Взяли колбаску, которую мы делали с вами последнюю. Это курино-говяжья и кабанусы, ребят. Все есть, все мясные деликатесы есть у меня, ребята, на канале. Можете зайти и посмотреть рецепт. Колбаски от Мишани. А мы начнем приготовление нашего шедевра, ребята. С чего мы начнем? Мы взяли говяжью голень, кусочек, вот видите, промыли предварительно. И будем варить на основе говяжьего бульона, будем делать солянку. Но первую воду мы обязательно сольем, потому что она будет жирная. Зальем новую воду и будем варить наше мясо, ребята. Мы пока ни специи, ничего не будем бросать. После того, как вода закипит, мы еще поварим мясо, сольем все, промоем хорошо мясо, промоем кастрюлю, наберем чистую воду и будем варить непосредственно бульон уже со специями для солянки. Закроем крышечкой и смотрим. Эти ингредиенты: лук-порей, морковочку, волшебный мешочек, ребята, со специями. Здесь черный перец и душистый перец, и горошина кориандра. Это у нас будет для бульона. Возьмем корнбиф, нарежем грамм 250 мелким кубиком, ребята. Посмотрите, какая-то красота, ребят. Давайте нарежем раньше такими полосочками. Посмотрите, какой шикарный корнбиф, ребят. Рекомендую. На канале зайдите, посмотрите рецепт, сделайте, вам очень понравится. Это мы съедим. Видно, полосочки такие. Видите, какой он мягкий, какой он нежный. Ну вот. Теперь, друзья, возьмем курино-говяжью колбаску. Тоже, кстати, у меня на канале. Посмотрите приготовление. Есть весь рецепт. Давайте, как мы порежем. Вот так я тоже порежу на полосочки. Заодно вы посмотрите, как колбаска моя в разрезе. Видите, какая мраморная, красивая. Вот, ребята, шикарные пивчики. Можно как снэк, можно с пивом. Можно просто перекус, ребят. Очень вкусные. Зайдите на канал, увидите рецепт в гостях у Мишани. Все, ребята, собственного приготовления. Мясные продукты, все собственного приготовления. Это мы сидим. Может быть, кто-то зайдет в гости угостить. Обалденные. В общем, нарежем сервелат, включимся.
Вот так, ребята, нарезали мы всю нашу колбаску и корнбиф. Ребята, вся колбаса у нас варено-копченая. Корнбиф у нас вареный. Запах стоит обалденный от мясных изделий. Это деликатесы. Это называется солянка из деликатесов мясных от Мишани. Вот это запах обалденный. Рекомендую, ребята. Взяли две такие картошечки, мы их нарежем точно так, как мы нарезали наши мясные деликатесы. Все, ребята, да, я забыл вам сказать, я еще взял грамм 10-15, может быть 20. Это корень сельдерея, он просто придаст свежесть нашему блюду. Будем варить его вместе с картошкой. Тоже нарежем на такие же кубики. Друзья, мы нарезали картошку таким же кубиком, как мы нарезали мясо. Давайте пока в стороночку это все заберем, чтобы оно нам не мешало. Вот так. Ну и давайте нарежем наш корень сельдерея. Маленький кусочек. А много его не надо, ребят. 20 грамм это достаточно. Нарежем мелко. Вот так. Этого нам достаточно будет в нашей солянке, ребят. Ребята, лук мы будем резать четверть кольца, так он большой. И будем резать его тоненько, для того, чтобы он быстро превратился в соус. Ну и добавим еще красный лучок, тоже четверть кольца, ребят. Ну вот, друзья, пришло время. Давайте мы промоем мясо, выльем воду, нальем чистую и будем варить наш бульон в чистой воде. Промыли мясо, поставим на огонь, сделаем маленький огонечек. Друзья, нальем столовую ложку масла. И начнем прогревать, ребята, наши колбаски. Запах, ребята, стоит уже очень вкусный. Еще немножечко и все. Вот так. Ребята, такой аромат стоит на кухне. Вам не передать. Мы нарежем такими же кусочками, как мы нарезали нашей колбаской. Просто если все натирать на терке, ребята, огурчики потеряют свою сочность. Этого будет достаточно. Для 4 порций солянки это будет, ребята, достаточно. Я масло не добавлял и добавил немножко воды, чтобы не пригорало. Сейчас лук пустит уже свой сок, плюс огурцы. И мы сделаем маленький огонечек, пусть тушится медленно пусть тушится. Пусть набирает вкус. Это будет все-таки основа нашей солянки, а основа нашей солянки должна быть вкусная. Так как мы ее приготовим сейчас, такой будет вкус нашей солянки. Наш бульончик начал кипеть, ребята. Давайте соберем пеночку.
И даже можно верхний слой жира, сейчас пеночки нет, вот так, на всю зажарку. Теперь мы можем забрасывать наши овощи, придать еще более аромат нашему бульону. Морковка, это лук-порей, и это волшебный мешочек с нашими специями. И слегка прикроем. Друзья, лучок стал прозрачный. Давайте добавим огурчики. Вот так. И перемешаем, дадим возможность прогреться, ребята. Уже как красиво получается. И вкусно. Вот так, ребята. Друзья, прогреются наши огурчики. Мы будем добавлять томатную пасту. Запах стоит обалденный. Ребят, специи я не даю в колбасу. Колбаса вся со специями. Кто делает на мясе, да, можно дать кориандр, можно дать черный перчик, да. Но тут нет смысла давать специи. Я только дам красную сладкую паприку. Чайную ложку, больше не надо. Вот, ребята, чайную ложечку с горкой паприки красной, сладкой. Друзья, насчет остроты каждый может добавить себе в тарелку, потому что не все любят острые. У меня в семье лично. Я не знаю, как где, но кроме меня никто не ест острое. Поэтому каждый себе в тарелочку добавит острый перчик. Столько, сколько он считает нужным. Сейчас прогреется паприка, будем добавлять томатную пасту. Томатную пасту примерно 1 столовую ложку. Друзья, добавим томатную пасту. Тут 1,5 столовые ложки. Мы все и добавим. Все 1,5 столовые ложки. Добавим немножко водички. И всю эту водичку мы отправим сюда, в сковородочку. Прожарим пасту на сковородке, она тогда с более насыщенный и классный вкус, немножко с сладостью. Ну, она сырая, но просто вкус другой будет в пасте. Не будет этого железного привкуса. Вот так. Чуть-чуть и будем вмешивать ее. А сейчас все мешаем. Конечно, запах вам не передать, друзья. Ребята, маленький огонь и пусть себе тушится. Каждый раз добавляете по чуть-чуть водички по мере испарения ее.
Вот сахарочек мы, конечно, сюда обязательно добавим. Ребята, очень вкусно. Давайте мы добавим сахарочек. Сахар. Вот чайную ложку достаточно будет. А потом попробуем. Друзья, если испаряется жидкость у вас в сковородке, рекомендую брать бульончик. Вот варите бульончик, пару ложечек, раз. Вот так. И прикрыли бульончик. И не просто водичка, а уже насыщенная нашими овощами и плюс мясом. Потихонечку томится. Тушатся все потихоньку. Проверять, когда мы нашу зажарку перемешаем с бульоном, дадим возможность хорошо прогреться нашей зажарке в самом бульоне, а потом попробуем на соль, ребята. Вот так, друзья, все у нас готовится. Смотрите, какая красивая зажарочка. Тушится, медленно дышит. Видите, как? Бульончик варится. И еще некоторые ингредиенты ждут своей очереди. А, да, еще лавровый листик забыли, ребят. Но это в конце мы уже будем бросать лавровый листик. Друзья, давайте на этом этапе вынимем лук-порей, чтобы он окончательно не разварился, потом, чтобы не пришлось нам отфильтровать бульон из-за того, что разварился лук-порей. Он отдал свой аромат, больше у него ничего отдать нечего. И наш волшебный мешочек можно вынимать. Мясо варится уже почти час. Здесь уже все, что можно было, тоже выварилось. И пусть себе вот так томится, медленно томится. Я думаю, еще час, и все, наше блюдо будет готово, ребята. Я хочу вам показать, что такое медленное томление. Посмотрите. Вот это томится наша зажарка. Друзья, насчет крышки, я специально не закрываю крышкой, чтобы выпарилась лишняя вода. Почему? Потому что огурцы дали воду, лук дал воду, томатная паста дала воду, и мы еще добавили грамм 50 воды. Так оно все будет медленно томиться, и вода не будет быстро испаряться. Видите, какой чистенький бульончик у нас получился. Посмотрите, какой чистый бульон, как слеза. Вот такой чистенький бульончик у нас получился, ребят. Давайте закроем, пусть еще минут 40 варится. Это говядина, ребята, голень, она варится долго. Друзья, мясо сварилось. Варилось 1,5 часа. Давайте мы его вынемем, нарежем. Вот так. Ну и морковку вынемем. Вот так. Посолим тогда, когда бросим нашу зажарку, чтобы понять, сколько нужно соли и перца. Ну, а сейчас мы отправим картошку, мелко нарезанную, и кусочки сельдерея.
Ребята, мясо мы нарежем точно на такие же кубики, как мы нарезали наши ингредиенты на зажарку. Эти колбаски вы можете делать, какие вы хотите. Я просто делал колбаски, которые есть у меня, которые делаю я. А вы можете купить для солянки просто копчено-вареные колбаски, сосиски. Можно кусочек буженины. Но принцип приготовления должен быть такой, ребята. Давайте добавим мясо, то, что мы нарезали, то, что мы сварили. И пусть это мясо наберется аромата нашей зажарки, нашего мяса тушеного. Вот все нагрелось. Давайте все перемешаем. Перемешали наше нарезанное мясо с зажаркой. И протушим еще минут 10. А тем временем сварится картошка. Друзья, картошка наша сварилась на процентов 80. Ее не надо переварить, потому что получится каша с картошкой. Картошка должна держать свою форму. Ну, наша зажарка готова. Давайте все это подружим все вместе. Потихонечку. Вот так. Потомиться минут 10. Друзья, наша солянка томилась минут 20. Сейчас время добавить зеленушку. Но я сделаю раньше, добавлю стебельки. Проварю их еще немножечко минут 10. А потом добавлю чесночок. А саму зелень я буду добавлять в конце. Потому что в стебельках, ребята, больше аромата. Здесь стебельки кинзы и петрушки. Уже обалденный запах. Давайте мы добавим сейчас стебельки. Вот так. Дадим возможность им прогреться еще минут 10. Соли достаточно, соли добавлять не будем. Сахарочек можно немножко добавить. Я взял 2 ложечки чайные сахара без горки, видите? Друзья, смотрите, какая это красота. Какая у нас получается шикарная соляночка. А? Посмотрите. Всем рекомендую этот рецепт, ребят. И картошечка, видите, держит форму, она не разварилась. Потому что если она развалится, будет каша. А так каждый ингредиент, видите, отдельно. Видите? И такие размеры, что все сразу входит в одну ложку, видите? Огурчик, мяско, колбаска, картошечка, зелень. Отлично. Добавить нарезанный чеснок. И добавим, ребята, чеснок. Ну, осталось у нас еще 2 ингредиента. Накроем крышкой, чтобы остались все ароматы. И сделаем самый маленький огонь. Друзья, тем временем мы мелко нарубим нашу зеленушку. Так как вы знаете, я не люблю сильно мельчить зелень, но в этом блюде надо.
Вот так. Сейчас осталось решить, сколько нам добавить рассола огуречного. Сейчас попробуем еще раз. Уже сахарочек растворился, чесночок, все это растворилось. Сейчас мы можем понять правильно, что чего надо добавить. Отлично. Давайте добавим пока 2 ложки. Давайте 3 столовые ложки добавим пока, чтобы понять, чтобы не перемудрить. Да, можно все вливать. Ребят, здесь было 50 миллилитров рассола на 2,5 литра. Это по моему вкусу, но получается обалденно. Ребята, мне не хватает еще рассола. Здесь еще 30 миллилитров рассола. Итого пока, давайте посмотрим. Ребята, 80 миллилитров рассола добавьте. Значит, 50 и сейчас 30, это 80. 2 чайные ложки без горки сахара мы добавили. Ну, а сейчас давайте добавим зелень мелко-мелко нарезанная. Вот так. Друзья, наши ингредиенты все подружились между собой. Зелень прогрелась, 5 минут она томилась вместе с нашим блюдом. Сейчас настала очередь наших оливок. Оливки очень вкусные, ребята, рекомендую. Друзья, добавили оливки. Минуты 2-3 будем выключать, накрывать крышкой. Пусть себе отдыхает, набирается вкус. Вуаля, ребята. Закрываем газ. Прикрываем крышкой. И пусть... Ребята, наш шедевр готов. Настоялся. Посмотрите, какой красавец. А? Давайте наберем и попробуем его. Посмотрите, какой красивый, густой суп. Вот так, ребят. Смотрите, какая красота. Припорошим зеленью, ребят. Вот так. Припорошим немножечко зеленушкой нашей, ребят. Вот такая, ребята, красота у нас получается. Ну, идемте попробуем. Ну вот, друзья, осталось нам только попробовать наше блюдо, которое мы приготовили. На вид обалденное блюдо, ребят. Давайте теперь на вкус. Давайте на вкус попробуем.
Видите, какой плюс, когда мы мелко нарезали наши ингредиенты. Все вошло в одну ложечку. Вот огурчик, оливка, мяско, колбаска, картошка. Видите, все вошло в одно. Давайте попробуем. Друзья, все в меру. Все очень вкусно. Рекомендую рецепт. Пробуйте приготовить такую соляночку, и будет вам очень вкусно. Ну, на этой ноте всем хочу пожелать мирного неба над головой, здоровья. Берегите друг друга. И все, что вы делаете, делайте с хорошим настроением, ребят. Ну, а мне приятного аппетита. Очень вкусно получилось.